Друзья, в этом видео я вам покажу, как в нашем месте, где мы рыбачим и охотимся, прошел гигантский сом. Как я нарвался на стаю сазанов от 5, 6, 7 килограмм. Поймал их и ходил 5 километров пешком, таская этих сазанов. Как нарвался на кутумы. Пытался ловить руками. Упускал много кутумов. Как освобождали сети. Это место называется Шлузы, находится на Аграханском заливе. Здесь не всегда попадается хорошая большая рыба, но иногда это место нас радует. Приготовьте что-нибудь попить, покушать, сядьте внимательно и приятного просмотра. Друзья, приветствую всех, наконец-то вырвались на подводную охоту спустя столько времени. Сейчас, наконец-то, спустя 2 месяца нырну, покажу вам новые видосы. Ходя что зашел сазан, кутум. Кутум мне не особо интересен, но будем ловить сазанов. Ну, пару весов на трофейных кутумов сделаем, потому что многие просят. Пока не стемнело, сейчас зайду, чтобы достичь подводную охоту и ночную охоту. Посмотрим. Итак, друзья, нырнул под вечер. Давно тут не охотился из-за проблемы со спиной. И к тому же тут раньше был мутняк. Долгое время была мутная вода. Уже солнце садится, видимость не очень хорошая, но прозрачность есть. Придется чуть позже включить фонарь. Но уже тут я увидел сазанов. Захотел без фонаря понырять минут 10, 15, 20, а потом уже ее включить. И вот так, друзья, среди поломанных камышей хожу. Уровень низкий. Ищу хорошего сазана. Пока 0. Но маленьких сазанчиков видел. Тут я нарываюсь на сазана. Вот видите, издалека проплыл сазан. Не отхожу. Жду повторного подхода этого же сазана. И вот промазал. На вид, наверное, сазан маленький, но так как давно не охотился, для меня это был уже адреналин. Вот замедлил съемку, повторная съемка, как промазал этого сазана. Итак, взял я ружье, перезарядил резко, не стал отходить, это такой лайфхак. Если вы промазали сазана, то не отходите, потому что сазан не отбегает. Он может повторно подплыть. Поэтому с точки, где я выстрелил, далеко не отходил. Отошел чуть направо, чуть вперед. Посмотрел. Ждал повторного подхода этого же или же другого сазана. Маленькие рыбы подплывали, уплывали, создавая иллюзию, что рядом идет сазан. Вот 3 неплохих сазанов. Отплыли, не поймал нормальный ракурс для выстрела. Подождал их. И они хорошо вышли на меня. Выбрал самого большого. И сделал точный выстрел. Сейчас покажу выстрел в замедленном съемке. Надо научиться бить, стрелять сазана в хребет, чтобы парализовать. А то приходится потом разматывать весь этот линь. Вот как медленно подплывает сазан. Сделал специально максимальное замедление. Как он красиво стал для выстрела. И попал прямо в живот. Нужно было прицелиться чуть выше. Итак, насадил сазан на кукан. Пошел дальше. Становилось все темнее и темнее. Мне уже пришлось через минут 5-10 включить фонарь. Для глаз было еще достаточно светло. Но вот уже темное время суток. Завалы. Вижу сазана. Конечно, его не возьму.
Но после того, как я вышел, решил зайти в другое место, я видел, как много ребят сидят с удочками, отмечают день рождения. Не взяли ничего пожарить и попросили меня поймать несколько маленьких рыб, неважно от размера. Главное, чтобы было что пожарить. Ну, я на следующем нырке, конечно же, это сделал. Брал им пару карасиков, щук, для того, чтобы они могли себе что-нибудь пожарить. А пока ищу своего трофея. Пока искал, наткнулся вот такие сети. Жалко, обидно, конечно, что рыба просто-напросто погибает. Первую рыбу отпустил, его резко освободили. Другими рыбами чуть помучился, потерял свое время. Вот рыбка. Не знаю, что стало с ней дальше, но я сделал все возможное, чтобы ее отпустить. Но она как-то уплыла. Дальше больше нарвался я на винтель и тоже начал ее вытаскивать. Судя по тому, что рыба заходит, не выходит и внутри умирает, то хозяин забросил и оставил эту ловушку под водой. Пришлось ее тоже убрать и потратить свое время. Ну, попали под сильное течение. Ныряем, я не успеваю оглядываться. Еле-еле держусь. Взял короткие ласты. Хотя у меня были большие ласты, но под мои гидроноски они не подходили, так как у меня были девятки. Начал нырять. Тут я уже ищу любую рыбу для тех ребят, которые отмечали день рождения. Просто чтобы порадовать. Нарвался на неплохого карася. Подошел и сделал просто выстрел. Конечно, не любители стрелять в такую рыбу, даже если кто попросит, потому что много времени отменяет под водой. Небольшие красноперки, небольшие щучки повсюду. Вот теперь попал в более глубокое место, нашел щучку, думал, все, возьму эту щучку, отдам им и пойду уже охотиться на свою рыбу, пропуская всю мелочь мимо. Как видите, щучка небольшая, тоже один выстрел парализовал, попал прямо в голову. Вышел я, отдал всю эту рыбу и пошел охотиться и освобождать винтили, которые попадались мне. Еще один большой винтель, который люди, судя по внешнему виду, забыли. Рыбы было много, мелочи было много, и мертвой рыбы тоже было много. Пришлось ее тоже убрать. Минус этой работы в том, что вся муть, которую я поднимаю, идет по течению, и я сам тоже плыву по течению. Потом бывает очень сложно охотиться. Вот маленького сомика тоже думал, давай, если возьму на руки, если смогу поймать в руки, то отдам этим ребятам, но так как не смог, пошел дальше. И вот мой кутумчик. Кутумчик, который попробовал поймать руками, но ничего не вышло. Много умирает за кутум, но я эту рыбу особо не ем, и неинтересно мне ее ловить. Вот появляется сазанчик, хороший большой сазанчик, и промазал. Сейчас замедлю съемку. Жирный, хороший сазан, килограмм, наверное, 5, 6 или 7. В момент выстрела он успел повернуться, отскочить, и я промазал. Вот на замедленном съемке все видно.
Друзья, хочу показать вам, чего стоит моя охота, для того, чтобы вы смотрели ее на YouTube. Проплыл километров 5, взял вот таких сазанчиков, 5-6 килограмм. Теперь идут все пешком. Ласты вот так вот затарил назад, если видно. Засунул их под ремень, чтобы не мешали, чтобы меньше было что держать на руках. И вот таким образом вот больной своей спиной тащу всю рыбу. Вот так. Вот так и идем. И при этом, друзья, при этом ружье заряженное. Мало ли тут волки обитают, шакалы вдруг нападут. Вот приходится вот ради ютуба вот такие вещи вытворять. Это учитывая то, что я 2 месяца не нырял из-за моей спины. Теперь с грузами в 10 килограмм. Рыба 15 килограмм. Надо минут 15 отдыхать, полчаса идти пешком. 15 отдыхать, полчаса идти пешком. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. Так, второй подход. Прошел опять то же самое место. Конечно, тут уже не буду километров 5 нырять. Вот кутумчик. Попытка поймать руками. Не получилось. Полная фиаско. Идем дальше. Хотя многие просят, возьми мне кутума, возьми мне кутума. Но мне этого не интересно. Вот еще один кутум. Свой интерес поймать руками. Но ее я взял, конечно. Взял кутумчика, насажу на кукан и пойду дальше. И вот мой хороший трофейчик. Как думаете, сколько килограмм будет весить эта рыба? До этого я брал еще сазанов, но не все успел снять. Точнее, было такое положение, что я не стал рисковать и включать камеру, потому что сазан уже был пытался уйти. Поэтому пришлось без камеры выстрелить. А все, что мог снять, я снял. И вот мой хороший выстрел сазана в замедленном съемке. Тут нужно было мне надеть длинный ласт, чтобы я мог спокойно плавать против течения. Тоже не парализовал, тоже помучился с этим сазаном. Самое интересное, друзья, в том месте, где я нырял, часа полтора, где вначале видели, где просто брал обычных сазанов в дневное время, вон там лежал этот сом. Но я этого сама не видел. Как только я вышел, зашел в другое место, ребята взяли и выстрелили сама прям в лоб, прям в ту самую треугольную точку и взяли. Вес сама составила 60 килограмм.